Ну а вот уже новый день, воскресенье. Сегодня дорога в Санкт-Петербург, 320 километров. Фордиара мой прокипятился уже на солнце, как положено. Уже таскаю вещи. Сегодня будет жаркий день, конечно. Я уже вымазался Фордиару, весь пыльный, уже надо. Заеду в Кировске на автомойку, помою его, чтобы уже был чистенький, красивенький. Какая лодка у него. Ямаха, такой мотор здоровый. Можно прямо наваливать на ней. О, полетел, ласка. Все, надо себе такую лодку. Едешь куда хочешь просто. Новый стиль отдыха. За Фордиару цепляю лодку и поехал. Обалдеть. А вчера вот это было под водой. Деревяха. Это типа уровень на сантиметр упал. Широкие тут реки, конечно. Красивые и широкие, и большие. Все, наконец-то выехали из этой дыры. За 50 баксов. За такие же деньги можно хату в Петербурге снять. Нормальную. Где постель будет застелена. И отдельно постельное не надо докупать. А это деревянный мост в деревне Рупешкалицы. Сейчас посмотрим на него, что он тут собой представляет по конструкции. То есть фактически это 3 троса, на которых лежат деревянные перекрытия. И на нем построена вот эта вот штука, деревянные настилы получается. Ну как бы такой вот мостик. То есть он тут, видимо, недавно реконструировался. Неплохо, тут можно и на мотоцикле его пересечь, в принципе. Даже видно, как он прогибается прям, прогнулся. Такие вот опоры. Типа как самопальные, что вообще рельсина приварена. Тут такая. Там специальная, с кабами его взяли. А так вот идешь, вроде кажется прямой. А так тут такой прогиб, что метра на метр или на полтора. Идешь, и можно в резонанс как-то сделать. Хотя просто наступаешь на него. Блин, расшатался. Ой, конечно, прикольно. Идешь, а мостик шатается. Тихо, тихо, тихо. Хотя я просто иду, если человек 4 будет идти, так можно так его раскуролесить. Такой вот мостик. Такая вот тут речушка, и все такие реки спокойные. Что даже непонятно, она течет, не течет, остановилась, может. А с этой стороны 4 опоры почему-то. А, понятно, это чтобы вот это вот, поднять на высоту на нужную. Тут главное, эта херня квадратная, там рельсина. А тут ее вообще нет никакой. Видимо, отпилили. Ну, то есть она просто тут бесполезная. Вот эта вот опора не используется. Как-то так. А это уже Лодейное поле. Я приехал на обзорную площадку.
Ну, она здесь вот такая вот. Это все, что можно обозреть с этой обзорной площадки. Сейчас спустимся, посмотрим. Кар. Я ее попросил, чтобы она улетела. То есть тут будут что-то, наверное, равнять. Бордюрку там занесли. Прибрежная защитная полоса написано. Что-то она здесь защищает в прибрежье. Типа рыбу не ловить или что здесь не делать? Понятно. Тут смотрю. Понаскидывали всяких этих бетонных обломков. Ну такое получается. Свирь река. Течет из Онеги в Ладогу. А вот Форзярый доехал до Шлиссельбурга. Чуть нашел где запарковаться. Здесь такая вот установочка, корабли всякие. Какая-то херня, здесь херня. Чайки наглые. Ну что, пойдемте посмотрим, что здесь в Шлиссельбурге интересно. Там люди куда-то, наверное, на корабль садятся, уезжать собираются. Корабль здоровый, красивый. А это Нева. А, вон там вон течет. Довольно-таки быстрое течение у Невы. Новоладожский канал, там мостик такой полуразрушенный. Интересный. Вот, короче, вот так люди рыбу ловят. А это крепость Орешек. Находится в устье Ладоги. Но до нее не добраться без каких-либо там покупки билетов, каких-то там лодок. Вон там вон это Новоладожский канал. Там вон Ладога видна. Со здоровущим кораблем, который там плывет. Это городская администрация Шлиссельбурга. В самом центре находится. Ух ты! А тут типа всякие пушечки интересные. Какой-то комплекс. Прикольное орудие. А это такие пушки в Шлиссельбурге стоят. Красивые. М88. Нормально такие. Тут заколачиваешь с той стороны ядро. Сюда пороху как даст. Какая-то мужчина. Еще одна пушка такая же. Обратите внимание на опоры моста. Гранитные, как колонны в соборе. Даже сколько одна такая хрень стоила. Откуда их, из Выборга, что ли, сюда притянули? Походу, да. Это шлюз Староладожского канала. Такой вот он, полуразрушенный, засыпано все странно. Плывает кораблик. Millennium-1 название корабля. Куда это он сейчас выплывет? И как это он задом? И докуда задом? Ну да, или может Санкт-Петербург выплывет. Или просто покатать людей. Все, видишь, поменял, сейчас вперед поплывет. Мне надо себе такой купить. Буду все кататься. Вот это маленький или большой? Вот этот, который плывет, большой. Нифига не маленький, если можно большой купить. Там вон корабли стоят.
Вот прямо в центре города мост. Вот мост там могли бы уже точно сделать. Ну, уж видно старый древний мост, что его не сделали. Надеюсь, его сделают, когда будет реконструкция. И эти все есть. Цепи. Бери да делай мост. Странно, странно. Тоже гранитные блоки. Со всех этих мест гранитных, где я был. Это что-то разрушилось. Ну, цепи ж все на месте. Чего не реставрировать, странно. Корабель плывет. Быстрый, шустрый. Нормально. Такое течение. Такой здоровый прям. Пассажирский. Быстроходный кораблик, который только что видели. Вот он стоит. Трохи помятый, видимо, паркуется так с ударами. Борта тоже загнутые. Интересно, интересно. Каждые полчаса отправляется. Стоимость 15 белорусских рублей в обе стороны. Вообще копейки. Вот Фордяра после мойки. Фордяра никогда таким чистым не был. Просто помыл его с пеной, с активной, с водой, с воском. Просто все отмыл. Вообще теперь красивенький Фордярка. Просто загляденье. Ну все, теперь можно и в Санкт-Петербург заезжать на нем. Такая красота. 40 километров до Санкт-Петербурга. Блять, ямка и пробка. Обалдеть. Столько какое болото красивое. Справа и слева. Ну, вроде пошли разгоняться даже. Ненадолго, я смотрю. Стопудово пешеходный переход где-то включили. На горизонте Санкт-Петербург в дымке. У нас заторчик еще продолжается маленький. И только не останавливайся. Годы за спиной, мир не стал ему краше, и над головой птицам петь ни к чему. Горизонт играл с ним, но стал ему дальше, год от года предлагая жизнь. Его города за спиной, и путь короче, больше дороги прямой. Людей попроще ищет подругу домой, с любовью верной, сердцем похожим на зной. У вас, наверное, нет никого. Затянулась жизнь, и дороги не терпят. Время здесь расставило всех по местам. Отвергая многих, родился с надеждой просыпаться не одному. Пока города за спиной, и путь короче, больше дороги прямой. Людей попроще ищет
слава богу, Фордяра доехал. И парковка тут была, все зашибись. Все, запарковался просто по-царски. Такая тут вот парковочка, вон там где-то отель. Вполне все нормально ходить. Фордяра стоит. Вроде как она не закрывается, я смотрю. Ворот, в принципе, они тут есть, но они явно не используются как надо. Все, слава богу. Главное, чтобы Форда теперь не разобрали за ночь. Злые разборщики петербургские. Вот такой вот номер в Санкт-Петербурге. Стоимость точно такая же, как той лачуги, которая у нас была вчера вечером. Ну, тут нормально, хоть можно где побегать, разгуляться. Такой вот камин есть, если что, протопить можно, если вдруг холодно станет, с грубками. О, тут еще работает. Сюда этот уголь, ой, это попел забирать. Сюда дрова подкидывать. А, блядь. Ну ладно, свалилось. Ну, где мыться, где срать. Все как-то так. Успех. Успех, успех. Телевизор нормально. С Россией, наверное. Точно, вид из окна. Вид из окна у нас на пешеходную улочку. Кресло хорошее. Хочешь тут сиди, хочешь там сиди. Хочешь ешь на столике. Ну, еще шкаф даже поставили. Потолки трехметровые, вон с лепниной. 3 вешалки завезли. Ну, сойдет. Ну что, заселился. Теперь идем на порт Севкабеля смотреть на закат. Ну, на Неву посмотреть. Там вообще, в принципе, еще 2 километра идти. Но мы справимся. Покровская больница, и тут все заросшее бурьяном. Я думаю, ну нафиг нам что-то тут косить. В принципе, люди там не ходят. Главное, чтобы люди были здоровые, в принципе. А так все пусть будет как будет. Это мужик малый стоит, непонятно. Как-то так. Забор прям видно дровнючий. Класс. Бизнес-центр Сенатор. Типа тут офис можно снять с Алиндой. Есть еще вот такое здание тоже. Классно, непонятно. И дальше. Каждое здание интересное. Очень интересно. А вот эта труба на Васильевском острове в Петербурге похожа на какой-то минарет. Как в Узбекистане, в Бухаре. Один в один похоже. Только это не минарет, а труба какая-то. Ну а вот дошли до места, где Нева впадает, типа Финский залив. Короче, вот по этому мостику мы ехали во второй день, вот поэтому поднимались, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, потом поэтому и погнали дальше. Это типа местный фудкорт здесь. Так все тут задекорировали, заделали. Типа был завод, где делали кабеля, а теперь это место, где еду делают. Типа Зыбницкая, только на Васильевском острове. Какое древнее здание. Короче, какого-то купца хата. Брусницыных. Это напротив этого фудкорта. Ну, еще один здоровущий, красивый домино. Наверное, какой-то цех производства. Фонарики. Красота. Еще здание тоже, блин, Васильевский остров такой стоит полузаброшенное. Странно, что его еще никто не купил, никто что-то в нем не сделал. Мне казалось, тут вся земля на вес золота. Каждое помещение. А, это типа сталепрокатный завод. Заводоуправления. Сталепрокатного завода. А тут жилье хорошее. Ну или офисы элитные. Там что-то строят. Походу метро какое-то строят. Стопудово. Ага. Красивое, красивое. Такое есть здание. Это, короче, литейный завод. У них это такая вот проходная была, бывший. А здесь идет стройка. Imperial Club. Жилой комплекс. О, еще какой-то корабель стоит. Типа это музей сейчас, ледокол. Красивый такой, маленький. Ну и там он какой-то док плавучий. Вообще красиво. Надо посмотреть, что это тут за штука поближе. Короче, небольшая история этого судна.
можно ознакомиться. И здесь тоже можно ознакомиться. Пересказываю краткий пересказ. Построен он в Англии в 916 году, потом в 17-18. В 17 он сюда приехал, потом в 18 был затоплен, чтобы преградить путь там какой-то английской эскадре. Потом его подняли, потом он, короче, воевал туда-сюда, ходил в Великую Отечественную войну, потом спасал людей до войны, тоже во льдах. Потом еще куда-то ездил, потом был научным судном, и потом его в 90-е годы хотели продать, но как-то члены команды, какие-то тут неравнодушные люди его все-таки спасли и сделали здесь музей. Вот такая вот история. И судно типа сейчас на ходу, как я понял. Ну, если я правильно понял. И типа проходит освидетельствование. Он так зашвартовано. Прикольно. А красиным он стал потому что... кстати, его после революции, короче, какими-то там махинациями оно попало в Англию. И потом все-таки министру иностранных дел Красину удалось договориться, и судно передали назад Советскому Союзу. А там вон мосты. Ну и сам этот Васильевский остров. Гранитные блоки с тех карьеров, где мы ходили. Здоровый блочара просто. Уж как-то сюда доставили, как-то поставили. Обалдеть, красота. Короче, там один мужик душит другого мужика, а тут один мужик похищает какую-то тёлку. Это, короче, музей, тут всякие горные и всякое такое. А это музей подводной лодки. Такая маленькая. Конечно, я вот смотрю, она такая небольшая. Вот если бы сюда затащили какой-нибудь там атомоход там размером с 9-этажный дом, вот это было бы тема сходить. А такая маленькая, по-моему, в Вытегре, Польша стоит. Ну, не знаю. Ну, конечно, я, может, и схожу сюда на экскурсию. Интересно ж походить. Как бы мог выглядеть Opel Corsa мой, если бы он сгнил побольше. Вот так. Гранитные блоки, гранитные набережные, гранитные ступеньки. Какой-то мужик, адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Понятно. А там он типа линия с дворцами каких-то известных личностей. А вот иду дальше и гадаю. Эти цепи так растянули, что ли? Ну, то есть за сколько они тут? За пару сотен лет, что они здесь? Или за 150 лет это набережная? Непонятно. Вообще непонятно. Или их так сделали? А если сделали так, то зачем так сделали? А если растянулись, то как можно растянуть цепь? Или это они просто тут, ну, просто по приколу такие? Или за них надо было что-то как-то цеплять корабли, чтобы были за цепи? Вообще непонятно. Надо загуглить все-таки, что с ними случилось. Корабельки стоят, такие вот Архангельск, суда. Ну, такие какие-то технические, древние. Ну, не древние, а такие современные, но старые. Вот они какие. То есть это такая постарше посудина, а это такая прям современная, красивая. А вон эти мосты. Скоро их разводить будут, но я на это смотреть не буду. Все равно красиво. Надо уже идти в гостиничку туда. Такие еще улочки есть, такие старенькие. Такая вот улица.